Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под длинным неймингом Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. Что это такое и с чем это едят? Во-первых, я несколько месяцев назад делал на этот смартфон обзор, но он был китайской версии. Здесь у нас глобалочка, это значит все бенды на борту, русский язык на борту, разумеется, здесь гибридный лоток, это значит, что можно запихать либо две симки, либо одну симку и карту памяти. Помимо этого всего 1700 люксов в пике яркость экрана, он здесь прям супер яркий, адекватный вырез, дырочка под фронталку довольно маленькая, никаких там супер больших каплей нету, никаких супер больших подбородков нет. Помимо этого есть еще стандартный инфракрасный порт, мини-джек. И вроде бы в этом смартфоне все хорошо. И вроде даже и 67 Вт зарядка. Но насколько он хорош или плох, вы узнаете в ролике, а в конце я расскажу, что бы я думал вместо него приобрести. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке из плотного картона, коробка стандартная. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сам смартфон, хороший защитный чехол, защитную пленку, блок питания на 67 Вт, что неплохо, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство пользователя и ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Вес смартфона составляет 188 граммов, а габариты 161 на 75 на 8 миллиметров. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны постоянно. Это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смарту. Приобрести Note 13 Pro 4G можно в черном, темно-зеленом и фиолетовом цвете. Грани прямые, тыльная часть и рамки выполнены из пластика, сборка смартфона неплохая. Качество материалов тактильно приятное, но, разумеется, до премиального ему далеко. Плюс за то, что смартфон имеет стандарт защиты IP54, но это не значит, что его можно топить, но легких брызг он бояться не должен. Эргономика смартфона хорошая, в руке лежит он комфортно, но одной рукой пользоваться, конечно же, не особо удобно. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, микрофоны и разъем USB Type-C OTG версии 2.0, то есть файлы будут у вас перекидываться долго. Мини-джек на 3,5 мм и К-порты стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, притом перекос небольшой. От нижнего к верхнему динамику, но он прям реально небольшой. Качество звука в целом мне понравилось, не скажу, что динамики плохо воспроизводят звук, скорее хорошо. Вибромотор слабенький, но настраиваемый, притом на максимальной мощности, в принципе, довольно приятненький. Есть ощущение, что он линейный, хотя и дешевый. Дисплей AMOLED на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, частота обновления экрана до 120 Гц, цветовой охват 100% DCI-P3, контрастность 5 миллионов к 1 и глубина цвета в 10 бит. Рамки у экрана маленькие, как и подбородок, ко всему вырез под фронталку не каплевидный, это уже хорошо. Защита установлена у стекла Corning Gorilla Glass 5 серии, плотность пикселей 394 ppi, яркость по заявлению производителя 500 нит, а пиковая яркость 1300 нит. В принципе, по моим замерам, яркость на 100% почти 880 люксов, а в пике 1700 люксов. Опять же, это на ярком солнце, но магия в том, что автояркость на ярком солнце срабатывает не всегда. То есть, допустим, в один день я тестировал, она срабатывала, в другой день не срабатывала. Вот такая вот магия электронов. Мгновенная частота дискретизации касания в 2160 Гц. Тест на частоту дискретизации касания выдал неплохой результат, но и не лучший. Экран поддерживает мультитач и неплохо откликается на 10 касаний одновременно. Always on Display в наличии, но, разумеется, обрезанный 10-секундный. Затемнение PWM на 1920 Гц в наличии. Показатели шума выше 20% в принципе не поднимаются. Ко всему экран имеет ряд сертификаций TUHV Rainland, защита от зрения. Но шум все равно довольно приличный для Xiaomi. По поводу шума сразу хочу отметить, что я пытался измерять в режиме для чтения, но в режиме для чтения шум больше. Если активировать 60 Гц, шум становится тоже чуть-чуть больше. Если ползать уже в инструментах разработчика, то это уже другая история, потому что я считаю, что все, что вы должны использовать, должно быть в основном меню. Напоминаю, что все смарты я гоняю последнее время на канале Польза стрима, и там онлайн-тесты. Так что не сможете вы мне написать, что не тормозит он в Геншине. Все он тормозит, все видно. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран с измерением пульса, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Располагается отпечаток внизу, как говорят, дешево, но разблокировка происходит довольно быстро, я бы сказал. Это раз, и два, привыкаешь к нему тоже, наверное, быстро. Наверное, потому что я чаще всего использую как раз бюджетные
бюджетные смартфоны, но отпечаток работает и правда классно. Распознавание лица срабатывает хорошо, можно внести 2 лица. Переходим дальше к железкам внутренним. Процессор MediaTek Helio G99 Ultra с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,2 ГГц. Графический процессор Mali G57MC2, оперативная память LPDDR4X на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на выбор 256 или 512 ГБ. Напоминаю, что ПЗУ можно расширять, вставив microSD до 1 ТБ. Интерфейс MIUI на базе Android 13 версии. Но вы не обольщайтесь, там в синтетике все будет ясно по поводу этих 6 нанометров и супер нового процессора. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей. Напоминаю, что здесь поддержки 5G нету. Для 4G все бенды на борту. Связь смартфон ловит хорошо, датчик приближения не подводил, как, к слову, и в Redmi Note 13 4G, обзор на который вы можете видеть на канале. Но самое интересное, повторяю, что датчик приближения тестировал прямо на стриме. На руку он реагировать не будет, то есть как мы привыкли тестировать. Но если вы прикладываете его к лицу под разными углами, отрабатывать он будет нормально. У некоторых блогеров с рукой он отрабатывал не очень, не знаю, как с лицом. И второй момент, несмотря на то, что я говорю, что, допустим, у меня отрабатывает датчик приближения нормально, и в Poco X6, когда я его тестировал даже на стриме, у меня было все хорошо. В паре комментах под роликами народ писал, что у них проблемы с датчиком. Правда, странно, что они писали про Poco X6 в обзоре на Poco X6 Pro. В обзоре на Poco X6 Pro проблемы с датчиком у меня были. Может быть, они забыли приставку Pro написать. Но, в общем, смысл в том, что рандом, не физический датчик. Но у меня отрабатывает. Запись разговоров в стоке, разумеется, отсутствует, что неудивительно. И напоминаю, что Poco продает только глобальные версии, а у Xiaomi есть приставка Global. И, разумеется, там будет у вас нормальная вилка. Так же, как мне в комментариях некоторые пишут, что купить на Али эти Poco китайские, и в итоге ты получишь с китайской вилкой смарт. Poco — это подразделение Xiaomi, так же, как и Redmi. У Poco не бывает не глобальных смартфонов. Bluetooth-версии установлен 5.2, это тоже очень старенький. Список аудиокодеков вы видите на экране, в целом их достаточно. Смартфон также оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты, а GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра. Но точность смартфон определяет долго, и навигация работает хуже, чем у смартфонов на процессоре Qualcomm. Притом я имею в виду только смарт, разумеется, дороже $100, потому что потом мне пишут народ, что вот у меня Qualcomm за 50 с лишним баксов, и работает он ужасно. Логично. Все, что дешевле $50, работает очень плохо и тяжело. Даже этот работает не очень хорошо. Емкость аккумулятора 5000 мА. В PC-марке устройство выдало 7 часов 11 минут, что, конечно, не лучший результат. Work Performance 9919 баллов. Смарт поддерживает быструю проводную зарядку до 67 Вт. От 33 Вт зарядки смартфон заряжается от 0 до 30% за 20 минут, от 0 до 69 за 46 и от 0 до сотки за 1 час 13 минут. При том, что если вы будете использовать родную зарядку на 67 Вт, магия, у вас телефон зарядится в среднем за 51-52 минуты. Опять же, надо активировать режим быстрой зарядки в смартфоне в самом. И тогда у вас будет он заряжаться за 50 минут от 0 до сотки. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi у меня уходит в среднем 4% заряда. За час в играх в среднем уходит, смотрите, в PUBG New State около 18%, в Genshin примерно 21%, но в PUBG New State вы не увидите 90 FPS даже на минимальной графике, притом игра будет подфризивать. А про Genshin то же самое, но магия самая в том, особо я на этом остановлюсь в конце, что яркость это дело сбрасывает до 3 с лишним сотен люксов. Это вот треть от того, насколько он яркий в максималке. В целом ночью, прям темной ночью, без освещения, можно играть, но вы будете неконкурентно способны в играх, и это будет боль. Опять же, вполне возможно, у вас все хорошо, вас все устраивает, но поверьте мне, 380 люксов, 360 люксов, которые он показывал, это очень некомфортная яркость. Я уже привык к темным экранам, в принципе, терпимо. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест, как он проходит, вы видите на экране, в принципе, все неплохо. В Geekbench в синглкоре выбивает очень мало, и я бы отметил, и 3D Mark у нас стабильный вроде бы, и в Antutu выдает он больше 400 тысяч попугаев, но в то же время какой-нибудь там Poco X3 Pro, который вы покупали несколько лет назад за 15 тысяч рублей, рвет его как по синтетике, так и по остальным моментам, по полной программе. Об этом я остановлюсь тоже в конце. Все тесты видите, все неплохо, но если не вспоминать про стоимость. Переходим, в принципе, к самому странному. Основной сенсор здесь стоит Sascell HP на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, оптической стабилизацией, максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps. Сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов, плюс есть макросенсор
сенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2,4. Смарт использует цифровой зум и обыкновенную LED-подсветку. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки 1080p 60 fps. Короткие примеры вы сейчас увидите, а исходники, напоминаю, смотрите в моей личной телеге. Фото очень даже приличные, и детализация у них прям вау. И опять же, фото в 200 мегапикселей. Ну и результат всего этого действия, разумеется, такой. Напоминаю, что 4К здесь даже нет, здесь только 1080p 60 fps, 13 4G. У нас только 1080p 30 fps основной модуль, это прям безумно скромно. Но к чему это все? К тому, что я кофе готовлю к подготовке к стриму. У меня 12 часов ночи, мы сейчас... 11 будет. Мы будем гонять iPhone 15 Pro Max в Death Stranding на OnePlus-овском кулере, на магнитке и Magnet Safe. И что мы еще будем делать? Будем смотреть, как он разряжается и как он работает с джойстиком. Ну-ка. Сейчас мы посмотрим с вами, как кофе он сможет. Кстати, фокус нормально. Ну, красный цвет, разумеется, вообще никак не соответствует. Может быть, у вас будет соответствовать уже на экране. Но я вижу розовый вместо красного на плите. К слову, некоторые смартфоны определяют красный как красный. И это круто. Ну, а некоторые так. И фудблогинг. Теперь уже на свежем воздухе, в теньке. Вот так сможете снимать. Конечно, 1080p 60 fps это что-то с чем-то мало. То, что я никогда не ем, это том ям. Ну что же, 1080p 60 fps, съемка в движении. И вот так примерно вы сможете снимать днем на этот смартфон. И да, это довольно скромно, 1080p 60 fps. Для этой стоимости, конечно, очень странное ощущение. Хотя бы 4К 30 fps было, отношение к смартфону было бы другое. Это примерно как ладно, в 15 4G. Там 1080p 30 fps, здесь 60. Но версия Pro все-таки приставка. Вообще ТЦ 1080p 60 fps, и сейчас у меня нет, если честно, истеричного желания сделать много всяких примеров, даже по, наверное, секунд 30. Я, конечно, их делаю, но в каком-то смысле слегка разочарован камерой по полной программе, учитывая стоимость девайса. Вот, но это с одной стороны, с другой стороны, может быть, вам как раз этого будет достаточно, а может, вообще вам камера не нужна. Пару фоток, документов сделать и все. Притом ультраширик может снимать только в 1080p 30 fps. И это прям вот так. Что делать? Фронталка может снимать в 1080p 60 fps. Это уже неплохо. Ну и вот так. Штатно, помните? Если лупить из бронзбойта, то вот так можете чистить свой байк. И да, так лучше не делать. Так же, как на байке, лучше не катать. Но зато весело для подъема, тем более ночью, правильно? Хоть какое-то разнообразие. А если вы досмотрели, значит вам это надо. Я имею в виду съемку. Значит, съемка важна, значит, съемка мне по голове не дают. Это мой экстрим. Ему не выдают. И вот так еще затянали. И все в огне. Как давно я снимаю. Прям очень давно. Один плюс таких видео — это то, что сравнивать их смысла нет ни с чем, потому что они довольно простые, и так все понятно. И фронталка 1080p 60 fps, ночь, без фонарей, аптек.
Ну что же, основной модуль 1080p 60 fps. Напоминаю, что на фронталку не перейти, разумеется. Вот так примерно сможете снимать. Что там с автофокусом и зумом, давайте проверим по-быстрому. X6. И по большому счету этого достаточно для того, чтобы понять, как это дело может снимать, да? Эльта ультраширик, разумеется, только в 1080p 30 fps. И немного фронталки, проверки роллинг шаттера. Вот так. Минусы. Слот неполноценный, а гибридный. Греется в играх, сбрасывает яркость. Просто убогое разрешение за эту цену у камеры. И цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Это как раз те места, где, если вы будете подписаны, сможете какой-нибудь Poco M6 Pro за 12 тысяч купить. Poco X6 за 18. Да и этот смарт там был 20-ку в один момент. Акцентировать внимание я бы хотел на том, на чем уже и акцентировал в течение ролика. Датчик приближения у меня работает здесь нормально, что удивительно. Это первый момент. Второй момент. Низший его ценник, самый низкий, который я видел и который у меня был в телеге для скидок, 20 тысяч рублей за минимальную комплектацию во время распродажи. Я думаю, он будет повторяться, но я особо хочу акцентировать ваше внимание на чем. 400 тысяч баллов в Antutu — это ультра мало. Если говорить про возможности в играх, он слабенький, яркость сбрасывает. И претензии море. Какие там 90 FPS в PUBG. Да, он красивый, да, у него неплохие фотографии. Но в эти деньги самый низкий ценник на Poco X6 Pro был 18 тысяч рублей. Он рвет его по полной программе во всем. Если говорить про видеосъемку, она здесь нулевая. Если говорить про какие-то особые внешние качества, ну хорошо, они сделали две большие блямбы, а-ля как будто он классно снимает, но... Нет. Если говорить про ценник, который в ритейле 32 тысячи рублей его пытаются продавать, это лютая дичь. За 32-33 тысячи ты пойдешь купишь себе IQ Neo 9, который по сравнению с ним просто флагман. Ладно, не китайский. Возьмите OnePlus Nord 3, тоже 33 тысячи. Но подождите вы эти полторы недели с Китая или там с российского склада, закажите себе в интернете. Но точно не брать такое за 33 штуки. При том, что яркость у него довольно неплохая для повседневного использования. С тачем особых проблем не было, даже при перегреве. Очень меня радует быстрый сканер отпечатков пальцев, прям реально быстрый, я не ожидал. Радует то, что внешне выглядит смартфон более чем адекватно, но ему красный ценник, не знаю, долларов 150-160, чтобы я мог сказать, бежать его покупать. Почему? Потому что Redmi Note 13 почему-то они скидывали по 12 тысяч рублей, обзор на который уже был на канале, разумеется, 4G. А этот на 8 тысяч дороже за что? Такое же тормознутое нечто. То есть, по большому счету, те же тапки, только в профиль чуть-чуть дороже. То, что этот Helio G99 Ultra, ну я говорю, мне довольно смешно рассуждать о нем, потому что Poco X3 даже, многолетний, за 15 тысяч вы его покупали, помните? Он его рвет, а вроде столько лет прошло. К чему эта модель? Для чего эта модель? Ну, потому что красивый. Наверное, не особо позитивный такой обзор для людей, которые собираются его приобретать. Экран хороший. Все. Зарядка классная. Комплект огонь. Внешне удобный. Кто-нибудь его приобрел, напишите, пожалуйста, в комментариях. Девайсу однозначно от меня да в отрыве от ценника. Не отрыве от ценника. Однозначно бесконечное нет. Просто вот так. Учитывая, что у тех же Xiaomi, в тех же Poco альтернатив просто море. Poco X6 Pro, несмотря на датчик приближения, его рвет. Poco X6 рвет то же самое, по мне. Добра и удачи вам, дорогие друзья.